осенний лес. Запахи стали совсем другие. И в лесу, как всегда, прекрасно. Я вообще обожаю осень, осенний лес, вот эти вот листья все под ногами, потрясающие. Такой ковер. Еще не так много, но уже прям такой желтый ковер из листьев. Я здесь одна. Со своими мыслями, которых сегодня у меня очень много. Я уже в целом не раз говорила, что я все свои видео снимаю там на актуальные темы, которые для меня актуальны на данный момент, то есть те, которые волнуют меня в данный момент времени. Мне иногда кажется, что все мои видео об одном и том же, но может быть и так, потому что вся вот эта тема там, осознанности, самопознания и так далее, она мне дико вообще интересна. Вот, поэтому все видео так или иначе касаются этой темы. Не так давно, там, может быть, несколько месяцев назад, ко мне пришло понимание, что главное в жизни не цель, а фокус. Я как-то уже упоминала так вскользь в каком-то там видео, что фокус — это для меня сейчас вообще в целом главное в жизни, но полный пазл у меня никак не складывался. То есть есть цель, есть какой-то фокус, направление, но вот как будто чего-то не хватает. Мне хотелось не просто цель, мне нужен фокус. И фокус — это, по сути, не что я делаю, то есть это не цель, а как я это делаю, то есть как я иду к своей цели. И когда я это поняла, в этом мне в целом помогла книга Экхарта Толле. И вот после этого вот все стало на свои места, как будто вот заполнился какой-то пробел, который мне был нужен. Я хочу сказать, что к цели можно прийти разными способами и разными путями, это понятно. Но можно прийти и одним путем, но с разным настроением, с разным состоянием. Банальный пример. На них, как всегда, вообще там легче всего мне, то есть готовить еду. Я в целом могу сказать, что я люблю готовить, я уже это говорила, и поэтому мне проще ассоциировать вот такие вот вещи, как бы легкую цель с едой. И приготовить блюдо можно по-разному. Можно сделать на автомате, там, отварить какие-то там макароны, отварить сосиски там, и все, чтобы заглушить голод и побежать по своим делам. Но какой ты от этого получишь кайф. Вот как в приготовлении, так и в употреблении этого блюда, по мне, никакого там, по сути, кайфа быть не может. А можешь погрузиться в процесс. Ты можешь сделать так, когда приготовление еды становится главным в твоей жизни на данный момент времени. И ты поглощен этим процессом. И, простите, это, да, опять про момент, но немножко с другой стороны. То есть не что ты делаешь, а как ты это делаешь. То есть как ты делаешь то самое действие в том самом моменте. И еще такой пример, если бы все происходило мгновенно, то есть ты хочешь стать, например, там, каким-то крутым фотографом, и перед тобой открывается какой-то длиннющий путь, вообще длинный путь, как ты будешь к этому идти. А что, если бы было так, что ты там сегодня захотел, и сегодня ты стал крутым фотографом? И какой в этом кайф? Что в этом ценного? То есть в этом, по моему мнению, в этом нет пути, в этом нет жизни, в этом нет процесса. В таком подходе вот для меня нет интереса. Конечно, это как бы мало осуществимо, но в целом, как бы, когда мы говорим, что вот я что-то такое хочу, и как можно скорее, по сути, это не то, что мы хотим. То есть, по сути, мы хотим идти к этому, да, то есть мы хотим как-то двигаться на этом пути. И когда ты стартуешь, ты набираешься опыта, ты идешь по этому пути постепенно, и нет предела совершенству. И вот он, этот путь. Ты можешь отследить свои взлеты, свои падения. Но главное, как ты идешь по этому пути, как ты идешь. То есть если ты вот так вот по щелчку там получаешь то, что ты хочешь, или становишься там тем, кем ты хочешь, то в этом нет как, в этом нет
вот этого процесса и действия самого. Слово «как» для меня стало определяющим таким словом в последнее время. То же самое, как и «зачем». Я как-то уже, я много раз говорила про слово «зачем», то есть если ты планируешь какое-то действие или делаешь что-то, ты всегда задаешь себе вопрос: а зачем я это делаю? А зачем я записываю это видео? Да? А зачем я иду в магазин? А зачем я иду на прогулку? Но сейчас появилось еще слово «как». То есть как я записываю это видео, как я иду в магазин, как я готовлю и так далее. Как я живу, в принципе, да, то есть это к этому же тоже относится. И вот это слово «как», то есть это какие-то ваши ценности, да, какие-то ваши состояния, которые вам нравятся, какие-то ваши настроения. И у каждого, конечно, это свое. Каждый в этом видит свое. Мне вот недавно прилетел комментарий под одним из видео, что не каждому нужно спокойствие, размеренность и так далее. Я, естественно, я не претендую на истину какую-то, и просто говорю, что важно для меня. И, конечно, все мы разные, у всех разные приоритеты и ценности, и кому-то важно спокойствие и сосредоточенность, а кому-то важно быть постоянно в компании, какой-то движ и так далее. Да? Конечно, все мы разные, я в этом не спорю с этим. И вот у каждого будет свое как я живу, по сути, да, и тут такой момент. Ты определяешь, как для тебя важно, и что ты ценишь в жизни, да, и перекладываешь это на все свои действия в жизни, вообще на все. И вот что бы ты ни делал, ты делаешь это исходя из своего состояния, исходя из своего настроения, то есть из определенного как я хочу, чтобы это было. И таким образом ты выстраиваешь свою жизнь, свой фокус на жизнь. И твоя жизнь превращается, я бы даже сказала, не превращается, а направляется в сторону твоего фокуса. Опять же, могу сказать про себя, что, например, для меня важно спокойствие, уверенность и качество, да, и я все делаю в этом состоянии и для такого результата. То есть будь то это какая-то готовка, это какая-то прогулка, тренировка, даже если она интенсивная, я даю себе время отдохнуть, и каждое действие становится как новое приключение, как вызов какой-то. Это как выполнить задачу в проекте. Знаете, такая ассоциация, наверное, сказывается мой опыт работы в проектном офисе. Когда у тебя есть задачи в проекте, и ты должен выполнить каждую задачу последовательно, параллельно и так далее. Но ты должен выполнить все качественно, ты не можешь как-то что-то не доделать и так далее. Я в целом могу сказать, что я не очень люблю писать какие-то списки задач на день. У меня, как правило, их не так много. И я это все держу в голове. То есть какие-то мелкие задачи, которые я хочу сделать. Да? Не надо, а хочу сделать. И я знаю, что я сначала сделаю одно, потом я сделаю другое, я закончу это дело, начну делать другое какое-то действие. И так постепенно все намеченное мною на день будет выполнено. Под делом я понимаю вообще любое действие. Это может быть прогулка, это может быть поход в магазин, чтение, уроки иностранного языка, монтаж видео. В общем, любое действие. Тут для меня как раз работает этот эффект ледокола. Я про него рассказывала в одном из прошлых видео. Ты просто делаешь сначала одно дело, потом другое. Ты постоянно двигаешься, и в этом нет спешки. Да? Есть просто спокойствие и осознание, что ты делаешь и как ты делаешь. Да? И я обратила внимание, что при таком подходе ты непременно будешь находиться в моменте. И если забудешься, то ты сможешь вернуть себя в текущий момент. А что значит забудешься? То есть, например, я начну куда-то торопиться. Вот такая фраза, быстренько сбегать, быстренько куда-то сбегать, быстренько что-то сделать, да? И хотя торопиться, в принципе, некуда. У меня раньше была такая фишка, когда я шла с работы, старалась быстрее успеть на какой-то первый поезд, на какую-то электричку, на какую-то маршрутку, быстрее прийти домой.
Хотя, по сути, дома никаких таких срочных дел не было, чтобы мне нужно было вот так торопиться. Просто это какой-то вот, наверное, жизнь такая в большом городе, которая тебя к этому подталкивает, что вот все куда-то спешат, все куда-то торопятся, и вот ты просто включаешься в эту гонку и вместе со всеми просто выходишь и бежишь, да, даже не осознавая, что тебя окружает. Когда вот происходит вот это вот быстренько сбегай, да, когда я себя ловлю вот на этой фразе, на вот таком вот моменте, я останавливаюсь, и я понимаю, точнее, осознаю, зачем мне что-то делать, и возвращаю себя вот в это состояние «как». То есть как, да, спокойно, осознанно, качественно и так далее. Осознав однажды и попробовав вот жить по вот этому фокусу, по фокусу как, по фокусу состояния, я могу сказать, что ты уже не сможешь вернуться к прошлому, к своим привычным состояниям, потому что когда ты будешь забываться, тебе в какой-то момент будет казаться, что что-то не так, вот что-то идет не так. Кроме того, находясь вот в состоянии как, то есть живя вот по такому принципу, живя по своему жизненному фокусу, ты перестаешь воспринимать настоящее как какую-то неприятную помеху на пути к желаемому. Потому что часто, когда у нас появляется цель, это становится такой, знаете, навязчивой идеей, да, то есть хочется поскорее к ней прийти, вот про то, что я говорила. Неважно уже, что происходит сейчас. То есть я тебе что-то задумала и такая, все, быстрее, мне нужно быстрее это получить, я хочу быстрее этим стать и так далее. Тут опять начинается вот это вот, когда я приду к цели, вот тогда будет интересно. А сейчас уже все, мне не интересно, что происходит, я придумал себе цель, и все, быстрее бы она сбылась. Ну, про это я уже говорила, да, что мы думаем, когда мы чего-то достигнем, вот тогда мы будем счастливы, да, что мы будем счастливы при каком-то условии. Как для меня стало ключевым фактором на данный момент. Не уверена, насколько мне удалось передать главную мысль про вот это слово «как». Пишите свои мысли, что вы думаете по этому поводу, и можем что-то обсудить в комментариях, если интересно. Спасибо вам за внимание. На сегодня вот такие у меня мысли, которыми хотелось поделиться. Я еще немного прогуляюсь по осеннему лесу и подышу осенним воздухом, так как я осенний человек, родилась осенью, и я обожаю осень и вообще все, что с ней связано, даже дожди, даже там кто-то говорит слякоть, там вот это все, какой-то дождь, там, не знаю, моросящий. Я не могу сказать, что я там какой-то фанат там, вот этого моросящего дождя, но как бы для меня у природы нет плохой погоды, да, то есть я всегда могу придумать, чем заняться в какую-либо там хорошую или плохую погоду. Все, всем спасибо, не буду я удлинять видео больше своими там рассуждениями. Увидимся в следующем видео. Пока.